Представьте, вас сбили в воздушном бою, вы катапультируетесь. Вражеский истребитель делает разворот, летчик вас видит. У него есть всего полминуты, чтобы нажать на гашетку. И он улетает. Почему? Ни один устав этого не требует, но опытные пилоты почти никогда не стреляют по тем, кто спускается на парашюте. Сегодня разберемся, откуда взялось это негласное правило и работает ли оно до сих пор. Первая мировая. Время рыцарей неба. Авиация только зарождалась, летчиков было мало. Пилоты враждующих сторон часто знали друг друга по именам и репутации. Многие выходцы из аристократических семей, где честь значила больше приказа. Парашютов тогда почти не было, да и подбитый самолет старались не добивать, если пилот не мог сопротивляться. Однако есть темное пятно, знаменитый Манфред фон Рихтгофен, Красный Барон. По одной из версий его добили уже на земле, или в тот момент, когда он был живым, но беспомощным. Это вызвало осуждение даже среди союзников. Так родилась мысль: летчик вне боя не мишень. Ко Второй мировой все изменилось. Летчиков стали тысячи, парашюты обязательным снаряжением, а воздушные сражения чудовищно жестокими. Казалось бы, традиция должна умереть, но она выжила. Почему? Потому что многие пилоты старшего поколения прошли Первую мировую или учились у ее ветеранов. Они передали принцип не стрелять в спускающегося, как часть летного братства. Были и исключения. На Восточном фронте немецкие асы иногда расстреливали советских летчиков на парашютах, особенно в 1941-1942 годах. Но такие случаи осуждались самими немцами. Это считалось охотой на безоружных. Почему это разумно? Первое. Это отсутствие угрозы. Сбитый летчик на парашюте не может вести огонь. Он не опасен. Зачем тратить патроны? Второе. Практическая выгода. Пленный летчик – это золотая жила. Он знает аэродромы, радиочастоты, новые самолеты и планы командования. Живой язык гораздо ценнее мертвого тела. Третье. Экономия ресурсов. Гоняться за парашютом – глупость. Топливо, время и боеприпасы нужнее для настоящего боя. Пока вы стреляете в купол, вас самого может сбить ведомый противника. Четвертое. Принцип взаимности. Самое сильное правило. Сегодня ты не стреляешь в моего пилота, завтра не будут стрелять в тебя. Это негласный договор. Война – игра не на уничтожение, а на победу. Пятое. Специфика профессии. Летчик не воюет с мирными. Он дерется в небе с равными. Это спорт только со смертельным исходом, поэтому к нему отношение особое, как к дуэлянту. Как же по закону? Женевская конвенция и исключения. Юридически правило закреплено. Женевская конвенция прямо запрещает стрельбу по сбитому летчику, покидающему самолет. Это считается военным преступлением. Но есть важное исключение – десантники. По ним стрелять можно. Почему? Потому что десантник спускается с оружием и сразу готов к бою на земле. Он – боевая единица, а сбитый летчик – всего лишь спасшийся человек. В горячке боя правила нарушают, особенно если противник перед этим бомбил города или расстреливал ваших товарищей. Человеческий фактор сильнее любых конвенций. Сегодня война стала высокотехнологичной, но традиция жива. Пилоты знают, противник тоже профессионал. Уважение к поверженному не слабость, а признак силы. Однако есть примеры, когда летчик сам выбирал смерть, а не плен. Герой России Роман Филиппов, 2018 год, Сирия. Его самолет сбили, он катапультировался, но на земле его окружили боевики. До последнего отстреливался из пистолета, а когда понял, что конец, подорвал себя гранатой вместе с врагами. Это не нарушение правила «не стреляй в летчика». Это обратная сторона. Летчик не дал взять себя в плен. Его поступок – проявление чести и отваги в безвыходной ситуации. Итак, правило не стрелять в сбитых летчиков держится на 3 китах: военной целесообразности, пленный ценнее мертвого, взаимности, поступай с другими как хочешь, чтобы поступали с тобой, рыцарской этики, которая вопреки всему не умерла.
Война – страшная вещь, но даже в ней есть границы, которые профессионалы стараются не переступать. Летчик в небе не враг человечества, а соперник в поединке, и стрелять в того, кто беззащитно падает вниз, считалось дурным тоном еще 100 лет назад. А как вы думаете, имеет ли смысл это правило в современных беспилотных войнах? Напишите в комментариях. Подпишитесь на канал, если было интересно. С вами был канал «Время занимательных историй». До связи.